Прогиб получается не более 4-5 миллиметров. Сам камин собрать несложно, он собирается как конструктор. Когда все это дело собралось, монтируется вот этот теплообменный короб. Теплоизоляция вставляется фольгированной поверхностью вовнутрь. Фольгированная поверхность является теплоотражателем. Обрезается по размерам. Дальше она вытаскивается. Гипсокартонная стенка прикручивается на свое место. Вот эта поверхность теплоизоляции смазывается термостойким клеем. Изнутри приклеивается к поверхности. Дальше все швы между теплоизоляцией, между слоями проклеиваются алюминиевым скотчем. И, в принципе, внутренняя поверхность готова. Он еще пока в стадии работы, то есть здесь будут конвекционные окна определенные, вот они. Они будут сюда врезаться. Будут, это уже на втором этаже, воздуховоды для теплого воздуха разведены по комнатам. Труба собирается из двух частей, но она сама по себе сэндвичная, но нижняя часть она сделана из однослойного металла, для того, чтобы она именно лучше разогревалась, чтобы у камина была лучше тяга. В нее же врезана шиберная заслонка. Дальше над теплоотражательной поверхностью она переходит в сэндвич-панель через специальный кронштейн, через переход. И дальше она уже идет до крыши, двухслойная, с изоляцией 5 сантиметров. То есть она, по идее, не должна нагреваться выше температуры около 50 градусов на втором этаже. Этап, вызывающий много вопросов, как пройти межэтажные перекрытия. Для того, чтобы пройти через потолок трубой, был сделан специальный короб. Короб из материала, называемого минерит, листовой материал, очень плохо проводящий тепло. То есть специальная вот такая коробка, где-то размером 60 на 60 сантиметров, высотой стенок ровно с потолок и основание. Изнутри она была выложена такой же базальтовой ватой с фольгированной поверхностью. Все это было приклеено и вставлено именно в потолок, вырезано центральное отверстие, через которое и проходит труба. И последний совет, основанный, увы, на собственной ошибке Олега. Если захочет покупать такой же камин, есть очень интересный момент. В комплект камина не входит каркас под каминную топку. Поэтому каркас был сделан самостоятельно из бетонных блоков. На самом деле можно было сделать все намного проще. Он есть готовый.